У вас есть фотоальбом, полный мягких и милых снимков. Но что, если я скажу вам, что некоторые из этих милых кадров прячут за собой невероятные и даже ужасные истории? Сегодня вы погрузитесь в мир фотографий, которые могут заставить ваше сердце сжаться и заставить вас взглянуть на привычные образы совершенно по-новому. Приготовьтесь к подборке, которая перевернет ваше представление о невинных снимках и оставит мурашки на вашей коже. Каждое изображение расскажет свою загадочную историю, которая заставит задуматься о том, что скрывается за кадром. Делая снимок этого забавного толстяка-клоуна, фотограф вряд ли задумывался, кто в действительности перед ним. Джон Уэйн Гейси, примерный муж и отец, изумительный клоун Пого и просто душка, имел собственный бизнес, являлся членом Демократической партии, был казначеем благотворительной организации, вел активную общественную жизнь. Однако за всей этой добродетелью скрывался монстр, уже отсидевший срок за совращение несовершеннолетних. Наказание не пошло впрок, и, выйдя на свободу, с виду добродушный толстяк продолжил свое дело. Никто не догадывался, кто живет с ними по соседству и развлекает их детей, до того момента, когда пропал один из подростков. 11 декабря 1978 года 15-летний Роберт Пист пошел устраиваться на работу и не вернулся домой. Мать подростка забила в тревогу и сообщила полиции, что работодателем ее сына должен был стать Гейси, и как раз к нему парень и отправился. Получив ордер на обыск дома Гейси и спустившись в подвал, полицейские едва не потеряли сознание от сильного трупного запаха, заполнявшего помещение. В итоге они насчитали 29 трупов. Милый клоун Пого заманивал к себе в дом подростков и молодых людей, насиловал их, а потом убивал. Общее число жертв Гейси составило 33 человека. Трагедия, произошедшая 13 ноября 1985 года в Колумбии, оставила неизгладимый след в истории страны. Извержение вулкана Невада-дель-Руис привело к гибели около 25 тысяч человек, а также стало причиной масштабных разрушений. Одним из самых пронзительных моментов этой катастрофы стала судьба 13-летней Амайры Санчес. Амайра оказалась в ловушке под обломками своего дома после схода селевого потока. Несмотря на все усилия спасателей, освободить ее не удалось. Ноги девочки были крепко зажаты обломками. В течение более чем 60 часов она находилась по горло в воде, испытывая невыносимые муки. Ее состояние ухудшалось. Девочка плакала, молилась, а затем начала страдать от галлюцинаций, беспокоясь о том, что опоздает в школу. Через 3 дня Амайра скончалась, вероятно, от гангрены или переохлаждения. На месте трагедии работал французский фотограф Франк Фурнье, который запечатлел последние часы жизни Амайры. Его фотография вызвала широкий резонанс в обществе. Многие осудили фотографа за то, что он снимал, вместо того, чтобы попытаться спасти девочку. Однако сам Фурнье считал, что его работа имела важное значение. «Я чувствовал, что эта история была важной для моего репортажа, и я очень счастлив, что есть такая реакция. Было бы хуже, если бы люди не переживали об этом». История Бланш Манье, которая была заключена в своей комнате на протяжении 25 лет, является одной из самых трагических страниц французской истории. What? В 1878 году родители Бланш решили наказать свою дочь за то, что она хотела выйти замуж за мужчину из другой социальной среды. Они заперли ее в темной комнате, лишив света, еды и элементарных условий существования. Бланш приходилось жить в полной темноте, практически голой, питаясь лишь тем малым количеством пищи, которое ей давали родители. Кроме того, она вынуждена была делить свое пространство с крысами, которых кормила крохами хлеба. Полиция нашла Бланш благодаря анонимному письму, полученному в 1901 году. Когда дверь комнаты наконец открыли, перед ними предстало ужасающее зрелище. Женщина, едва живая, совершенно истощенная и потерявшая разум. Ей было всего 49 лет, однако годы заключения оставили неизгладимый след на ее физическом и психическом состоянии. Хотя ее тело постепенно восстановилось, психическое здоровье Бланш уже не вернулось в нормальное состояние. Ее бывший возлюбленный, ради которого она прошла через эти испытания, скончался еще за 16 лет до ее освобождения. Мать Бланш, ответственная за ее заключение, была арестована и отправлена в тюрьму, где вскоре умерла от сердечного приступа. Эта история показывает, насколько жестоки могут быть человеческие поступки и какие страшные последствия они могут иметь. Этот снимок, ставший одним из самых известных символов массового бедствия, был сделан в 1993 году в Судане, во время тяжелого голода. Фотограф Кевин Картер запечатлел маленькую девочку, лежащую на земле, рядом с которой сидел стервятник. Снимок вызвал огромный общественный резонанс и принес Картеру Пулитцеровскую премию. Однако его содержание вызвало множество споров и обсуждений. Многие восприняли фотографию как символ жестокости мира, считая, что стервятник вот-вот нападет на слабое дитя. Однако реальная ситуация была иной.
Родители девочки в тот момент занимались разгрузкой гуманитарной помощи, оставив малышку одну. Истощенный ребенок пытался следовать за родителями, пока стервятники кружились над местом, привлекаемые запахом пищи. Фотограф, стараясь не вспугнуть птицу, осторожно подошел ближе и сделал несколько кадров с расстояния примерно 33 фута, после чего прогнал стервятника. Испанские фотографы Хосе Мария, Луис Арензана и Луис Давилла, работавшие в той же местности, подтвердили, что ситуация выглядела иначе, чем казалось на первый взгляд. Стервятники действительно слетелись к детям, но не нападали на них, ожидая момента, когда те перестанут двигаться. Таким образом, расстояние между ребенком и птицей могло составлять гораздо больше, чем кажется на фотографии. Тем не менее, несмотря на широкую известность и признание, через 3 месяца после получения премии Пулитцера Кевин Картер покончил с собой. Возможно, груз ответственности и критика общества оказались слишком тяжелыми для молодого фотографа. Трудно поверить, но на этой фотографии одна и та же женщина. Симпатичная девушка слева – это Мария Элена Милагрос де Хойя. Справа она же, но только после смерти. Когда Марии исполнился 21 год, ей поставили диагноз туберкулез. Вылечить болезнь в то время не представлялось возможным. Поэтому неудивительно, что все попытки врача Карла Танзлера оказались тщетными. И даже зародившаяся в сердце доктора любовь к своей пациентке не помогла. Мария умерла. Обезумевший от горя Танзлер сначала воздвиг для нее мавзолей, но через какое-то время извлек ее труп из гробницы и создал мумию, укрепив кости проволокой и укрыв лицо восковой маской. Мало того, Танцлер жил с трупом своей любимой женщины как с женой. Да-да, вы все правильно подумали. Сложно представить, что творилось в голове этого человека. 7 лет спустя полиция арестовала умалишенного доктора. Его обвинили в надругательстве над телом и отпустили, так как истек срок давности. Через несколько лет труп уже самого Танзлера был найден рядом с мертвой возлюбленной, которую он крепко обнимал. Этот снимок, на первый взгляд кажущийся обычным кадром с костюмированного мероприятия, скрывает за собой мрачные события. Человек в черном плаще, изображенный на фотографии, шведский учитель, который однажды пришел на работу в костюме, напоминающем Дарта Вейдера. Коллеги, решившие пошутить, предложили сделать совместное фото, и он согласился. Однако сразу после того, как фотограф опустил камеру, мужчина неожиданно напал на своих сослуживцев, используя меч, который держал в руках. В считанные минуты он убил 2 людей, стоявших рядом с ним на снимке. После этого убийца продолжил свой путь по зданию школы, оставляя за собой следы насилия и смерти. Полиции удалось остановить его лишь спустя некоторое время, когда уже несколько человек стали жертвами его агрессии. Этот случай стал ярким примером того, насколько непредсказуемым и опасным может оказаться поведение человека, даже если внешне все кажется вполне нормальным. Мужчина на фото – это Франклин Делано Флойд, а маленькая девочка – падчерица Флойда. Эта история началась с похищения маленькой Сюзанны Мари Севакис, дочери Шерри Маркс, которая пропала в 1974 году. Девочке тогда было всего 9 лет. Похитителем оказался Франклин Делано Флойд, отчим Сюзанны, который взял ее под свое крыло и начал воспитывать как собственную дочь. Он дал девочке новое имя и заставлял ее посещать школу под разными псевдонимами. Со временем отношения между Флойдом и Сюзанной приняли зловещий оборот. В 1988 году у них родился сын, которого назвали Майкл. Год спустя, в 1989-м, Флойд официально женился на Сюзанне, использовав при этом фальшивые документы и представившись другим человеком по имени Тони Хьюз. Однако к 1990 году Сюзанна решила разорвать эту связь и начать новую жизнь вместе с сыном. Она ушла от Флойда, забрав с собой Майкла. Тем не менее, ее попытки обрести свободу закончились трагедией. В апреле того же года Сюзанну обнаружили сильно избитой и покрытой синяками на обочине дороги. Вскоре она скончалась в больнице. Майкл был передан на попечение приемной семьи и усыновлен новыми родителями. Однако в 1994 году Флойд снова совершил преступление, похитив мальчика. Как признался похититель после того, как его поймала полиция, он убил ребенка в день похищения. Эта скрипка имеет поистине уникальную и трогательную историю. Скрипка Хартли, принадлежавшая Уоллесу Хартли, музыканту и руководителю оркестра на борту легендарного лайнера «Титаник», стала символом мужества и самоотверженности. В ту роковую ночь, когда корабль столкнулся с айсбергом и начал тонуть, Хартли и его музыканты продолжали играть, пытаясь успокоить пассажиров и поднять им настроение в этих страшных обстоятельствах. Все музыканты, включая Хартли, погибли в результате крушения. Однако скрипка, на которой он играл, чудом сохранилась. Перед своей гибелью Хартли успел положить инструмент обратно в футляр и тем самым спас ее от гибели. Футляр с инструментом был найден среди обломков корабля одним из судов, прибывших на место трагедии для поиска тел погибших. Благодаря гравировке на инструменте его удалось идентифицировать как собственность Хартли.
Скрипку вернули его невесте, которая бережно хранила ее до самой своей смерти. Впоследствии родственники передали скрипку на экспертизу, подтвердившую ее подлинность, и продали организации, занимающейся коллекционированием артефактов с «Титаника», за внушительную сумму в $1 600 000. В Санкт-Петербурге произошла трагедия, которая потрясла многих жителей города. 17-летняя Ксения Игнатьева хотела сделать необычное селфи и забралась на 33-футовое сооружение железнодорожного моста. Но она оступилась, пытаясь удержать равновесие, и схватилась рукой за провод под напряжением. Разряд тока сбросил Ксению с моста, где ее тело позже обнаружили полицейские. Вероятно, в момент вспышки девушка начала падать и случайно коснулась высоковольтного кабеля. Удар током и падение с большой высоты не оставили девушке шансов на выживание. Ученик старших классов из Вологды, Андрей Петровский, трагически погиб, пытаясь сделать опасное селфи. Инцидент произошел, когда юноша вместе с друзьями поднялся на крышу 9-этажного здания на улице Псковской. Андрей попросил друзей сфотографировать его, но обычного снимка ему показалось недостаточно. Желая добавить адреналина, он решил изобразить падение. Не рассчитав силы, Андрей потерял равновесие и сорвался вниз. Удар смягчили кусты, в которые он упал, но полученные травмы оказались смертельными. Врачи не смогли спасти его жизнь. После гибели Андрея в России стартовала акция «Безопасное селфи», направленная на информирование подростков о возможных последствиях таких рискованных поступков. Сотрудники правоохранительных органов проводили беседы с молодежью, рассказывая о потенциальных угрозах, связанных с селфи. Также была разработана специальная памятка, предупреждающая о недопустимости совершения опасных действий ради эффектного кадра. Этот снимок, на первый взгляд ничем не примечательный, таит в себе трагическую историю. Если внимательно присмотреться к верхнему левому углу, можно увидеть двух школьников – Эрика Харриса и Дилана Клеболда, которые притворяются, будто целятся в камеру из пистолетов. Эти двое позже вошли в историю как исполнители одного из самых громких массовых убийств в американской школе Колумбайн, произошедшего 20 апреля 1999 года. Харрис и Клеболд тщательно готовились к своему преступлению на протяжении целого года. Их изначальный план состоял в том, чтобы взорвать несколько самодельных бомб, но устройства не сработали. Тогда ребята начали стрелять по своим одноклассникам и учителям. В результате их действий погибли 12 учеников, и один преподаватель, еще 23 человека получили ранения. Завершив бойню, оба подростка совершили самоубийство. Этот инцидент потряс всю Америку и стал катализатором многочисленных дискуссий о безопасности в школах, контроле оружия и ментальном здоровье молодежи. Есть такая поговорка: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Однако порой самые безобидные фотографии могут таить в себе совершенно жуткие истории, о которых лучше не знать. Я же, друзья, хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. До скорой встречи.